Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку один из самых любимых и вкуснейших просто видов рождественского печенья у нас в Германии. Любят его миллионы просто. Это печенье марципановые веночки. Нежнейшее рассыпчатое песочное печенье. Сверху вот этот вот кружок красивый из марципановой массы запеченной и с очень вкусным ароматным джемом. Вот эта марципановая масса запеченная очень сливочная на вкус получается. Она не похожа на вкус сырого марципана. Покажу правильный ее рецепт, покажу, как правильно их приготовить, чтобы они были и хрустящие снизу, и очень нежные внутри. Марципан он мягкий, долго не черствеет. Все покажу и расскажу в этом видео. Итак, 2 яйца среднего размера я разделяю сейчас на желтки и белки. Мне понадобится здесь и желтки, и белки. Желтки я сейчас сразу буду использовать для песочного теста. Белки, заметьте, я каждый белок разделила в 2 разные миски. Вот так тоже вам советую сделать. К желткам я добавляю 1/3 чайной ложки соли. Также я добавляю туда 8 грамм ванильного сахара, очень хорошо перемешиваю и отставляю пока что в сторону. Яйца весом без скорлупы примерно 50 грамм и яйца комнатной температуры. 60 грамм размягченного сливочного масла. Добавляю к маслу 50 грамм сахарной пудры. Все это перетираю просто руками. Показываю здесь, как даже сделать это печенье без миксера. Добавляю туда сейчас всю желтковую смесь. Главное, чтобы разошлась соль и ванильный сахар. Просеиваю туда сейчас 20 грамм кукурузного крахмала и 150 грамм муки и 1/4 чайной ложки разрыхлителя. Пожалуйста, не больше берите разрыхлителя, здесь очень маленькая порция, этого будет предостаточно. Итак, сейчас я быстро объединяю все это в общий гладкий комок. Долго это тесто ни в коем случае не вымешиваем. Как только оно уже у нас объединится, перестанет липнуть к рукам, достаточно замешивать, больше ничего не нужно. Сейчас я это тесто уберу минут на 10-15 в морозилку. То есть оно должно у меня просто охладиться. Я не буду его замораживать в камень, но оно очень хорошо охладится, чтобы я его сразу же могла раскатывать. То есть я вам показываю здесь очень быстрый вариант. Его также можно замораживать впрок и также хранить его в морозилке. Или просто в холодильнике, если вы не хотите его убирать в морозилку. Делаем из него сейчас вот такую тонкую лепешку, чтобы оно очень быстро охлаждалось. Это очень удобно, я всегда так делаю. Здесь количество этого теста хватит как раз на 1 стандартный противень и количество марципановой массы. То есть примерно на 28-30 штук готового печенья. Итак, тесто охладилось буквально за какие-то 10-15 минут. Оно уже очень хорошо сейчас будет у меня раскатываться скалкой. Скалку я выставила здесь на деление 3 мм. Если у вас нет такой скалки, вы можете брать просто обычную скалку и 2 одинаковых таких палочки класть под нее, невысоких, где-то чтобы они 3-4 мм были, и раскатывать при помощи вот этих палочек. Здесь у меня вырубка 5-5,5 сантиметров. То есть внутренняя дуга 5 сантиметров, внешняя дуга у нее, у этой вырубки 5,5. Очень важно, чтобы они у вас были не менее чем 5 сантиметров, вот эти вот колечки ваши, основы. Иначе потом некуда будет отсаживать марципановый слой. Я сейчас предварительно их подпеку, эти основы, при температуре 180 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз, без конвекции в течение 7 минут. Пожалуйста, не дольше. И дам им полностью остыть. Они едва-едва начнут подрумяниваться у вас, эти основы, и ни в коем случае не нужно их печь дольше. Они уже будут стабильные, их можно будет взять в руки. У всех духовки разные, но подпекаем вот до такого бледненького цвета. И сразу приготовлю марципановую массу. Здесь у меня 200 грамм готовой покупной марципановой массы. Добавляю туда 30 грамм белка, то есть 1 белок, пару капель ромовой эссенции, обязательно нужно добавить. И добавляю туда 30 грамм сахарной пудры. Перемешиваю все это до однородности насадками крюк. Вы же можете просто руками это замешать. Это очень просто замешивается вручную. Я смотрю по консистенции, она плотновата. И сейчас от второго белка я беру еще 1 столовую ложку белка. Поэтому белки я распределила в 2 разные миски изначально. Это очень удобно делать. То есть примерно 40 грамм белка нам понадобилось на эту массу, не больше. Вот такое вязкое, очень эластичное тесто получается, очень липнущее. Оно таким и должно быть. Мы его сейчас будем отсаживать из кондитерского мешка.
Если у вас нет готовой марципановой массы, я в предыдущем видео показывала, как сделать дома буквально за 5 минут самим из миндальной муки марципановую массу прекраснейшего качества, который подходит и для украшения, и для наполнения, и для выпечки тортов, пирожных и капкейков. Я вам ссылку оставлю в описании. Я перекладываю все это в кондитерский мешок. Он должен быть, конечно же, плотным. Насадка здесь у меня кондитерская, 8 мм открытая звездочка. Крупнее насадку я не советую брать. Здесь вот это количество марципановой массы как раз идеально рассчитано. Я отработала этот рецепт для вас, чтобы именно количество и песочного теста хватало на один стандартный противень и марципановой массы уже на эти кружочки. Пожалуйста, долго не пеките предварительно эти кружочки. Смотрите, тесто у меня в принципе марципановое ушло полностью. Ничего больше не осталось. Его тоже можно отсадить, запечь просто отдельно на пергаменте. Я просто этого не делаю. И я сейчас уже с марципановым слоем пеку это печенье. До конца уже допекаю при температуре 160 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции в течение 10 минут, не дольше. Даю им полностью сейчас остыть моим заготовкам и заполняю это джемом. Здесь у меня клубнично-красно-смородиновый джем. И нагреваю сейчас вот так по 2 ложки, до кипения довожу. Больше нагревать нет смысла, потому что джем очень сильно густеет, и поэтому я буду постоянно вот так по 2 столовые ложки нагревать, щедрые, конечно, такие 2 столовые ложки, нагревать и заливать им печенье. Делается это очень просто. Джема в общей сложности у меня уйдет на это количество печенья 250 грамм. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, можно ли это выпекать все сразу, то есть не подпекать сначала, не делать сначала предварительную выпечку для песочных основ. Можно, но я не люблю так делать. Песочная основа тогда такая бледная получается, она чуть-чуть подпекается, но не пропекается до конца, и марципановый слой уже начинает пригорать, и самое главное, он начинает высыхать, что очень плохо для этого печенья. То есть марципановый слой не должен быть здесь сухим, он должен быть подсушенным сверху, но внутри он должен быть очень мягким, очень ароматным. Хранится такое печенье также очень долго. В герметичном контейнере, конечно, не нужно их класть друг на друга. Если вы их расположите так, чтобы они друг другу не мешали, эти печенья, они у вас прекрасно пару недель постоят, и ничего с ними абсолютно не будет при комнатной температуре. Это печенье является одним из самых популярных и любимых видов печенья на Рождество у нас в Германии. И не только на Рождество. В западной части Германии оно по традиции называется марципановые веночки, марципанкренце, а на территории бывшей ГДР оно называется оксенауген, то есть бычьи глаза. Очень-очень любимый народом вид печенья. Вот так вот выглядит разрез этого печенья. Я специально здесь и разламываю, и разрезаю ножом. Вы посмотрите, какая здесь нежнейшая основа песочная, мягкий, тающий во рту, очень нежный, абсолютно не сухой марципановый слой. Он таким и должен быть. Много здесь джема. Вкуснейший джем. Всегда советую с кислинкой брать. Пожалуйста, если у вас нет готовой марципановой массы, очень советую вам посмотреть это видео мое, как сделать в домашних условиях за 5 минут буквально марципановую массу. Там понадобится буквально всего лишь 100 грамм миндальной муки для этого количества печенья. И вы сделаете необыкновенно просто вкусное, очень благородное на вкус рождественское печенье. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. И, конечно же, всем успешной предрождественской выпечки.